детское мобильное телевидение «Юная планета». Добрый вечер, Алексей Робертович. Добрый вечер. Вы представитель Россотрудничества. А что это за компания такая? В первый раз слышу. Ну, Россотрудничество – это такая организация, которая занимается культурным, образовательным, гуманитарным сотрудничеством с зарубежными странами. Занимается соотечественниками за рубежом, сотрудничеством с ними. И вот российские центры науки и культуры за рубежом – это и есть представительство Россотрудничества. Вы, конечно же, о них слышали, о российских центрах науки и культуры. Вот, но, может быть, слово Россотрудничество вы не слышали. Дело в том, что представительство здесь, в Египте, оно состоит из двух российских культурных центров. Один из них работает в Каире, а другой в Александрии. Расскажите нашим зрителям о работе Российского центра науки и культуры. С удовольствием. Наша работа Российского центра науки и культуры, ее можно, наверное, разделить на два сегмента. Первый сегмент – это, собственно, внутренняя работа в самом центре. Там есть очень много кружков, различных студий, музыкальных, языковых курсов. Есть очень много активностей для детей. Открыта театральная студия, музыкальные школы. Даже можно посещать студию рукоделия. Детям есть много чем заняться в нашем центре. И также в этом центре организуются различные мероприятия с участием гостей из России, будь то ученые, будь то художники или творческие коллективы. Мы организовываем много концертов по разным поводам и связанными с какими-то датами крупными в российской истории, культуре, науке. И наши гости, в том числе и соотечественники, русскоязычные люди, которые проживают в Египте, могут их посещать. Египтяне приходят, иностранные гости, представители посольств различных. Мы организовываем массу различных мероприятий разной направленности. Это лекции, выставки, художественные фотовыставки, концерты творческих коллективов, встречи с интересными людьми и так далее. Это первый сегмент, то, что касается внутренней работы центра. Есть еще второй сегмент, это наша внешняя работа. Мы взаимодействуем с различными египетскими общественными организациями, с египетскими официальными учреждениями. Мы взаимодействуем также даже с отдельными интересными людьми, с которыми можно развивать гуманитарное сотрудничество между Россией и Египтом. Поэтому нами организуются разные мероприятия и вне стен центра. Мы открываем памятники различным на территории Египта, различным деятелям науки, культуры российским. Мы организовываем на партнерских площадках кинопоказы. Например, в связи с предстоящим Днем Победы в течение всего месяца мая будут на разных партнерских площадках организованы кинопоказы на тему Великой Победы. И, что примечательно, кинофильмы будут переведены на арабский язык, чтобы могли быть доступны широкому зрителю. Также мы организовываем концерты различные тоже на партнерских площадках. Жаль, что у нас в Хургаде нет пока своего большого культурного центра. А ребята, которые не живут в Каире, могут принимать участие в ваших проектах? Да, действительно жаль, но вы понимаете, да, насколько центр, вы его, я думаю, видели, Российский центр науки и культуры в Каире, насколько он большой, сколько он огромный, поэтому, конечно, это дело непростое, вот так вот взять и открыть центр в каком-нибудь городе. Тут, на самом деле, это связано с разными обстоятельствами. В первую очередь,
Я вам вот что скажу. Практически во всех странах мира, где представлено где есть наше представительство Россотрудничества, почти во всех странах культурные центры есть только в столицах. И лишь в нескольких странах есть 2 и даже 3 центра. Вот в Египте, например, 2 российских культурных центра. Один в Каире, другой в Александрии, да, как я уже говорил. И я надеюсь, что, конечно, в будущем, поскольку здесь компактно проживают наши соотечественники, я надеюсь, что в будущем будет возможно открыть и здесь полноценный российский культурный центр. Но мы стараемся в меру наших возможностей восполнить этот пробел, и некоторые мероприятия все-таки организовываем в Хургаде тоже. Но вот вы спросили про то, могут ли жители других городов принимать участие в наших мероприятиях. Могут, конечно, и принимают участие огромное количество. Мы ежегодно организовываем различные фестивали и спортивные соревнования и на территории центра, и на территории российской школы в Каире, и на других площадках. Мы часто взаимодействуем с жителями Хургады на предмет организации конкурсов для отбора наиболее талантливых детей для участия в различных фестивалях на территории России. Они ездят и туда, и ездят в лагеря наши детские. Поэтому, конечно, те, кто имеют возможность приехать в Каир и принимать участие, они это делают. Я учусь в местной школе, но хочу получить высшее образование в России. Я слышал, что есть специальные программы для выпускников. Можно узнать об этом поподробнее? Хочу заранее начать готовиться. Хорошо, что вы в этом возрасте уже думаете о будущем, дорогу осилит идущий. Но на самом деле это все не так сложно. Россия предоставляет Египту ежегодно образовательные квоты. То есть те египтяне или соотечественники наши, которые живут в Египте, желают учиться в российских вузах после окончания школы, имеют на это возможность. Примерно 100-110 квот ежегодно Россия выделяет Египту. И каждый год наши соотечественники также участвуют в отборе, и многие из них направляются действительно учиться в российские вузы бесплатно. Поэтому все шансы есть, нужно только хорошо учиться и вовремя подать документы в Российский центр наук и культуры в Каире. Все это делается очень просто, достаточно следить за обновлениями нашего сайта и официальной странички в Фейсбуке, там вся информация указана, как это происходит. Просто нужно быть готовым к тому, что практически около 1000 претендентов ежегодно на 100 мест. Поэтому нужно действительно иметь хорошую успеваемость, чтобы пройти вот это вот ранжирование по успеваемости. Ваш центр активно работает со студентами. А что вы можете предложить школьникам? Да, и, разумеется, и со школьниками мы очень активно взаимодействуем и часто организовываем для них Дни культуры российской в нашем центре. Египетские школьники к нам приходят, узнают больше о российской культуре. Мы с ними проводим различные игры интересные, погружаем их в русскую среду, так сказать. Они имеют возможность даже своими руками изготавливать какие-то предметы народного творчества нашего. И с соотечественниками, школьниками идет очень серьезное взаимодействие, потому что очень много русских школ открыто в Хургаде, в Шарм-эль-Шейхе, и там учатся дети, конечно же, и вы учитесь в одной из таких школ, да? И мы стараемся проводить совместные какие-то интересные для детей конкурсы. Гагаринские уроки проходят у нас часто. Дети имеют возможность принимать участие в ставшем уже знаменитом в Египте конкурсе «Живая классика», который мы совместно с партнерами из России организовываем здесь, на территории Египта. Тоже получают различные призы и имеют возможность поехать в Россию по итогам этих конкурсов. Многие из них отбираются для участия в поездке в Россию, для участия в играх соотечественников, которые проводятся на территории России тоже.
И мы ежегодно презентуем книги для этих школ. Те школы, которые запрашивают у нас книги, учебники, вот мы стараемся их снабжать ежегодно. Сейчас в интернете проходит много разных конкурсов. Конкурс лицов, конкурс рисунка. Как вы к этому относитесь? Некоторые из этих конкурсов мы сами организовываем. Отношусь я, конечно, ко всему этому весьма положительно, но помимо того, что сам отношусь, еще мы имеем отношение к этим конкурсам. То есть некоторые из них мы организовываем, некоторые из них мы поддерживаем информационно, допустим. Вот. И то, что большое количество детей действительно принимают в конкурсах участие, конкурсы, будь то конкурсы рисунков или литературные, какие-то творческие конкурсы, конечно, тем лучше. Они имеют возможность развиваться всесторонне и имеют возможность, так сказать, заявить о себе. У нас даже на Фейсбуке, на страничке 27 тысяч подписчиков, поэтому если в том же самом конкурсе рисунков школьник принимает участие и размещает свои работы на нашей странице, то огромное количество людей может это увидеть. Но многие конкурсы мы организовываем сами. Ежегодно проводятся у нас в Каире, съезжаются с разных городов детишки для участия в конкурсе, точнее в играх спортивных, да. И есть еще конкурс такой, точнее фестиваль такой, «Вместе мы Россия» называется. Большое очень количество детишек, больше 100 человек, съезжаются с разных городов, творческие коллективы, они принимают участие в этом замечательном фестивале. Те конкурсы, которые проходят в интернете, они ежегодно будут только увеличиваться, потому что это имеет положительный отклик и со стороны участников, и со стороны тех, кто все это наблюдает. И вам, участникам, детишкам, большое спасибо, молодцы. Большое спасибо. До свидания. И вам большое спасибо. Интересный у вас канал. Я желаю вам дальнейших успехов. Спасибо.